Начнем сегодняшний ролик с очевидного факта. Владимир Путин по-прежнему продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины. Российская армия выгребает все свои ракетные запасы, отправляя их по жилым массивам и объектам энергетики. Тяжелым побочным эффектом войны стал довольно быстрый рост уровня нашей с вами терпимости к тому, что не должно и не может быть терпимым. Действительно, после резни в Буче, после Мариуполя, стертого с лица земли, после всех кровавых и бессмысленных зверств, после всего этого очень сложно реагировать на ракетную бомбардировку Украины как на внезапную новость. Если и есть какой-то промежуточный итог этой войны, от которого уже никуда не денешься и который с нами надолго, то итог этот выражен в невероятном росте толерантности к насилию и столь же драматичном падении цены человеческой жизни. Кажется невероятным, что страна, которая всего 4 года назад оплакивала 60 погибших в пожаре торгового центра «Зимняя вишня», сегодня смотрит на ежедневные смерти так, будто они в порядке вещей. Тем не менее, нужно всегда помнить, что именно происходит в Украине. Владимир Путин уничтожает гражданскую энергетическую инфраструктуру. Он лишает дома, больницы, гуманитарные объекты света и тепла прямо накануне зимы. Потерпев полное фиаско на фронте, он воюет с гражданскими. По его вине умрет очень много людей. Делает он это лишь по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы вымолить с Украиной такой мир, который не будет похож на поражение. Во-вторых, для того, чтобы перебить свою дорогу унижений. Все точно так же, как было с Крымским мостом. Никто больше не обсуждает сдачу Херсона. Все и со всех сторон обсуждают ракетный террор. Для тщеславного, болезненно самолюбивого ничтожества, типа Владимира Путина, это наилучший вариант, конечно. Лучше уж выглядеть злодеем и убийцей, чем тем, кого гонят по всем фронтам. Практические последствия обстрелов понятны, они наступили сразу. Украине дадут больше оружия и больше денег, чтобы успешнее и больше убивать российских солдат, чтобы лучше громить российскую технику, чтобы пережить зиму с разрушенной инфраструктурой. Но Владимиру Путину совершенно безразличны практические и уж тем более долгосрочные последствия. Ему не безразлично лишь то, как он выглядит в данный конкретный момент. Но даже самые преданные спикеры пропаганды не могут подобрать таких слов, соорудить такую реальность, где молниеносная спецоперация по захвату Украины спустя 8 месяцев оборачивается чередой поражений и отступлений. У его извращенной логики и тактики Хамаса есть даже объяснение. Такая демонстративная бесчеловечность, вообще говоря, это единственное, что сегодня хотя бы для собственного окружения можно выдать за победу. Ведь по всем остальным фронтам творится совершеннейшая катастрофа. Катастрофу тут даже сложно обозреть. Потому что с какой стороны не приступай к этому пирожку, нельзя не прийти к выводу, что страна-то разваливается. Не страна в географическом смысле, но страна в смысле государства. За что бы оно ни бралось в последние месяцы, все приходит к фиаско. Причем, насколько поразительно бы то ни было, способы решения проблем сами становятся новыми проблемами, с которыми непонятно, что теперь делать. Первая проблема очевидна – мобилизация. И проблема эта фундаментальная. Она заключается в том, что российский режим решил заняться тем, чего никогда не делал. Решил вовлечь граждан в свои дела. Как следствие, он понятия не имеет, как с этим работать, а что хуже, чем все это может закончиться. Мы тоже не знаем. Эта история не про то, что мы видим какую-то бездну, а государство в попытке порешать свои проблемы за счет населения ее не видит. Нет, действительно, никто не знает, чем все это может обернуться. Два предыдущих примера плюс-минус значительного загона граждан на войну, на чеченскую и на афганскую войны, нам тут не пример. Во-первых, тогда речь шла о существенно меньших масштабах мобилизации. Во-вторых, тогда речь шла о понятных критериях. Тогда на войну отправлялись срочники. Эксперимент с повальной отправкой людей на фронт последний раз происходил во время Второй мировой войны. Тогда все было до предела понятно. Вот он враг, враг силен, враг действительно вторгся,
танковые клинья Гудериана действительно рвутся к Москве. На войну же, цели которой постоянно меняются по мере отступления российской армии с чужой территории, на такую войну мобилизацию в нашей истории еще никогда не объявляли. И тут, не делая никаких прогнозов, скажу, что ситуация так себе. Если в первый месяц мобилизации дурные от нее новости ограничивались только тем, что мобилизованных бросают без нормального оружия и подготовки прямо на линию фронта, что мобилизуют совершенно случайных людей, то сегодня у нас есть первые признаки того, что гражданские люди, наспех перешитые в военнослужащих, начали потихоньку задавать вопросы. То в парке «Патриот» целый подполковник стоит в шаге от того, чтобы получить по мордасам, то родственники мобилизованных образуют некую протоорганизацию, чтобы вытаскивать близких с фронта. Для нас с вами тут важно удержаться от, с одной стороны, переоценки этих событий. Не нужно думать, что от низового ропота как-то рухнет режим Путина. Ну и недооценивать ситуацию тоже не стоит. Точно так же не нужно думать, что низовая самоорганизация совершенно безвредна для такой системы. Недовольство условиями войны может идти в песок, но оно же может перерасти в недовольство самой войной. В любом случае, низовое и очаговое недовольство – это то, за чем имеет смысл следить. Это наши маркеры перемен. В отношениях российской власти с протестами в целом нет ничего нового. Это наш политический режим, каковым мы его знаем. Он до последнего борется с любой публичной активностью на улицах и до ужаса ее же боится. Если власти кажется, что протест находит отклик в массовом сознании простых граждан, если протестная позиция становится мейнстримной, тогда власть идет на уступки. Так было с монетизацией льгот, так было в 2011 году, когда вернули выборы губернаторов и возможности создавать партии, так было во время мусорной реформы, так было с ковидными ограничениями. Те, кто готовы портить настроение начальству громко и публично, в целом достигают искомого. Система, насколько это возможно, избегает конфликтов и стресса до последнего. Каждый чиновник до последнего пытается не довести до скандала. Формат противодействия остается прежним. Точечные репрессии против активистов. Система понимает, что силовой разгон вооруженных людей, пребывающих в крайне стрессовом состоянии, может закончиться довольно непредсказуемо. Поэтому действует привычно. Преследует тех, кого считает зачинщиками, но уже постфактум. Что система не понимает, так это того, что ситуация радикально изменилась. Совершенно не факт, что угроза скольких-то лет в тюрьме перевесит для граждан угрозу смерти на фронте. А когда людей к протестам подталкивает угроза смерти, а не, например, нарушенные гражданские права или чувство справедливости, масштаб такого протеста в конечном счете может превзойти любые ресурсы, которые руководство копило для подавления митингов. На что еще стоит обратить внимание, так это на фигуру Евгения Пригожина. Надо напомнить, что Пригожин легализовал себя в ходе нынешней войны именно как инструмент решения проблем. В чем превосходство армии Пригожина над регулярной российской армией? Его жертвы безвредны. Он воюет наемниками. Теми, кто сам пошел убивать и умирать. Он воюет с самой бесправной и самой невидимой долей российского общества – заключенными. Преимущество Пригожина не в том, что он собрал спецотряд из суперменов. Преимущество Пригожина в том, что его потери ничего не стоят. Они ничего не стоят с формальной точки зрения, ведь это не потери Министерства обороны. Они ничего не стоят с точки зрения общественной реакции. Они всегда допускают пространство отрицания. Российское государство не несет ответственности за деятельность незаконных вооруженных формирований. Как бы незаконных. Но это опять тот случай, когда решение проблемы само становится проблемой. Ведь уже сложно себе представить, что до войны Пригожин едва ли был не мифическим существом. Любые упоминания СМИ вынуждены были говорить ЧВК «Вагнер» руководство, которое приписывают Евгению Пригожину. Никогда раньше он не был публично легализован, и более того, он раскидывал веерно иски против журналистов, назвавших его владельцем частной армии. Сейчас мы имеем человека, исторический эквивалент которого очень сложно найти, если брать историю России с воцарения Романовых и исключить гражданскую войну. Мы многое видели, но со времен Нестора Махно не можем назвать еще одного человека с частной армией, который игнорировал бы существование российского государства как факт. Никогда еще российское руководство, с тех пор как стало государством,
не соглашалась с тем, что будет существовать частный его конкурент в собственных границах. Владимир Путин существенную часть своего реноме построил на антагонизме лихим 90-м. Если лихие 90-е сводить от бесчестной мифологии к каким-то фактам, то проблема этих самых лихих 90-х была в слабом государстве. В государстве, которое не могло многое противопоставить олигархату и организованной преступности. Могли ли мы себе представить, что российское государство не только не сможет ничего противопоставить, но что оно будет специальные усилия предпринимать, чтобы избежать комментариев даже относительно организованной преступности, которая в нем существует? Могли ли мы себе вообразить спустя 20 лет строительства вертикали власти, что из Совета по правам человека перед встречей с президентом нарочно выведут тех, кто способен задать вопрос? Слушайте, а так ли это нормально, что у нас частная армия и частные казни? Так ли это нормально, что в рамках российской группировки войск части создаются по тюремной иерархии, причем опущенные выделяются отдельно? Надо думать, что Владимир Путин, живущий в мире, где бабло правит всем, исходит из того, что если он платит Пригожину, если он платит его головорезам, то никуда они от него не денутся. Очень большой вопрос заключается в том, знают ли те самые головорезы Пригожина, которые каждый день видят, как российское государство перед ними отступает или безит, что конечно их начальник это Путин, а не Пригожин, собственно, лично. Пока, если не заниматься сложной криминологией, а читать новости так, как они есть, выходит, что российское государство служит Пригожину, а не наоборот. В конечном итоге у нас получается довольно выразительная картина. Пока Владимир Путин всецело занят сбережением собственного лица, подменяя поражение террором мирного населения, под ним буквально расползается страна. Во-первых, его мобилизация оборачивается возникновением двух больших новых общностей, самих мобилизованных и родственников мобилизованных, у которых есть к государству большие вопросы. Во-вторых, частная армия, созданная для того, чтобы государство могло отбрехать от себя ответственность, обретает признаки параллельного государства. Оба пути к решению проблем создают проблемы куда большие, чем те, которые они должны были решать. Пожалуй, это два главных сюжета, за которыми мы долго еще с вами будем следить. До завтра.